Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Германии? Именно под таким заголовком недавно вышла статья в немецком «Фокус». Итак, по данным Постбанк, средняя квартира в 80 квадратных метров обойдется вам примерно в 231 тысячу евро. И это только начало. Добавляем налоги, регистрацию и услуги нотариуса и получаем уже около 260 тысяч евро. Теперь вопрос, у кого в кармане лежат такие деньги? Правильно, почти ни у кого. Поэтому люди берут кредит. Средняя ставка сейчас около 3,5%. И значит ежемесячный платеж составит примерно 973 евро. И платить так придется около 25 лет. Чтобы не пойти по миру, эксперты советуют тратить на жилье не более 30% от дохода. То есть в месяц нужно зарабатывать минимум 3200 евро. А средняя зарплата в Германии всего 2750 евро. Поэтому для многих людей покупка квартиры становится практически недосягаемой мечтой. А если взглянуть на пенсионеров, тут ситуация еще жестче. Средняя пенсия в Германии, по данным того же Focus, составляет всего 1146 евро. Неудивительно, что многие немцы на заслуженном отдыхе выбирают для жизни какую-нибудь Испанию или Португалию. Там и солнце побольше, и жизнь подешевле. Со стороны может показаться, будто немецкие пенсионеры живут на широкую ногу и беззаботно путешествуют по Европе. Но на деле зачастую речь идет скорее о поиске более доступной и комфортной старости, чем о роскошных приключениях. Хотя, разумеется, есть и те, кто может позволить себе роскошную старость. Но вернемся в Германию. Я решила заглянуть на самый популярный интернет-сервис по поиску жилья и посмотреть, какие же цены на квартиры в реальности. И так как мы живем в Мюнхене, то и зададим в поиске именно его. Добавим несколько фильтров, чтобы отсеять ненужную информацию, и вот что получаем. Если мониторить цены, то, возможно, и нарвешься на среднюю цену из статьи, но это не точно. То есть в реальности нужно зарабатывать еще больше. И Focus посчитали. Итак, чтобы купить квартиру в Мюнхене, нужно зарабатывать 18 тысяч евро в месяц. 18? В Штутгарте вы должны зарабатывать 9 тысяч евро, в Кёльне и Дюссельдорфе 10 тысяч, в Берлине, Гамбурге и Франкфурт-на-Майне 13 тысяч евро. И явно не очень много людей получают такие зарплаты. Только лишь в небольших деревнях можно рассчитывать на доступное жилье, но там большой вопрос с работой. И еще о недвижимости в Германии. Тут существует практика продавать квартиры с арендаторами. Такие квартиры стоят дешевле. Но и выселить арендаторов, которые исправно платят арендную плату, тоже не всегда простая задача. Вам придется еще доказать, что квартира вам нужна именно для вашего проживания. Собственное жилье – это мечта. Но стоит ли превращать жизнь в вечную гонку за квадратными метрами? Иногда уютная арендованная квартира приносит больше радости, чем собственная, но, например, с ужасными соседями. А на старости лет и вовсе перебраться к морю. А что вы думаете по этому поводу?